Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. Для начала новости. В эти минуты буквально в Инте на площади Ленина стартует экологическая акция под названием «Живи, земля». Ее организовали Дворец творчества детей и молодежи и интинский филиал Национального парка Юг-2. Акция проходит под лозунгом «Не погубите землю, у нас другой не будет». Молодежь и сотрудники парка напомнят интинцам о важности сохранения своей земли и, в частности, города в чистоте. Горожан призовут выбрасывать мусор только в строго определенные для этого места. Насколько это необходимо, расскажут эко-листовки, в которых прописаны сроки распада различных видов бытовых отходов. К слову, такие листовки можно было бы распространить и во всех городах и весях нашей республики, чтобы мы лишний раз, когда шли выбрасывать мусор, понимали, что к чему. Практически по сложившейся традиции сейчас немного о спорте. Не перестают радовать своих болельщиков наши атлеты. Буквально вчера кандидат в мастера спорта из Республики Коми Вячеслав Кудлович одержал победу на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет. И было это в Костроме. Как сообщил тренер молодежной сборной Республики Коми и наставник юного спортсмена Александр Паршуков, в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка. Дистанция 10 метров» в квалификации Вячеслав Кудлович показал результат 605,3 очка. В финале набрал 241,9 очка и стал лидером. Ну а сейчас, друзья, перенесемся в другой город, в Северный. Наши лыжницы из Коми стали чемпионками России в командном спринте. Ольга Царева и Юлия Белорукова показали лучший результат в Ханты-Мансийске. Все подробности победной гонки узнаем у главного тренера сборной Коми по лыжным гонкам Андрея Нутрихина. Он сейчас с нами на связи из Ханты-Мансийска. Андрей, добрый день. Добрый день, Северин. Добрый день, уважаемые телезрители. Андрей, скажите, пожалуйста, как проходила гонка? Как волновались вы, все тренеры, как волновались спортсменки? Были какие-то моменты, когда казалось, что победа уходит? Ну, я хочу сначала, конечно, поздравить наших девчонок и всю команду сборной Республики Коми с этой великолепной победой. И хочу признать, что была великолепно тактически выверенная гонка у девочек. И поэтому они, в общем-то, и победили, и оказались сильнейшими в этом командном спринте. Нельзя не отметить и наших ребят Виценко, Алексея Вокуева, Ермила, которые, заняв 7-е место, проиграли всего лишь 0,57 секунды подиуму, третьему. Вот, поэтому все говорит о том, что в лыжных гонках, в общем-то, борьба идет на доли секунды. Поздравляем всех и желаем удачи в дальнейшем. Андрей, скажи, пожалуйста, а в дальнейшем вот какие планы ближайшие, какие старты ждут наших чемпионок и ребят наших? Значит, завтра у нас эстафета 4 по 10 у мужчин, старт в 12, и у девчонок 4 по 5, старт в 14 часов. Все это будет транслироваться по Матч ТВ. И я призываю всех телезрителей следить за этой гонкой. Надеемся, что мы тоже там займем призовое место. Будем болеть за наших, держать кулачки, скрещивать пальцы. В общем, все, что может поспособствовать победе отсюда. Спасибо вам большое, удачи нашим спортсменам. Только что с нами на связи из Ханты-Мансийска был Андрей Нутрихин, главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам. Ну а теперь к основной теме эфира. Согласно статистике, храп возникает у каждого 4-го взрослого мужчины. Эта проблема становится более выраженной у пожилых людей. Так, 60% мужчин старше 60 лет храпят. Но храп возникает не только лишь у мужчин, но и у женщин. Это неприятное явление может стать настоящей проблемой в семейной жизни. Ведь супруги порой просто не могут выспаться. Кроме того, храп может быть симптомом такого угрожающего состояния, как синдром обструктивного апноэ во сне. Что делать в таком случае? Попытаемся сегодня разобраться. Наш телефон 46 90 60. И я с удовольствием представляю нашу гостью. Сегодня в студии с нами Евгения Габова, сомнолог. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Как вы сегодня выспались? Сегодня плохо спала, честно. Половину ночи я репетировала сегодняшний эфир. Ну что ж, давайте перейдем тогда непосредственно к храпу. Точнее, начнем с его причин, почему он возникает. Ну, нужно, наверное, сначала сказать, что храп – это звуковой феномен, который возникает в результате биения мягких тканей глотки друг от друга. В процессе дыхания эта ситуация возникает только ночью, потому что именно ночью миорелаксация происходит, расслабляются мышцы, в том числе глотка, и она становится более узкой, в результате чего и возможно возникновение храпа.
И по причинам храпа нужно сказать, что в разных возрастных категориях причины различны. Да? Да. Буквально вот закон парных случаев на той неделе у меня обратились 2 ребенка с действительно выраженным храпом и остановками дыхания во сне. Там причинами являются, и вообще характерно для младшего возраста, это увеличение небных миндалин, гипертрофия, и аденоиды. Да, вот в обоих случаях были гипертрофия небных миндалин. В старшей возрастной категории, как вы правильно сказали, после 30 лет мужчины становятся богатырями, да, и это чаще всего это набор веса. При увеличении веса жировые отложения откладываются не только на уровне живота, но также на уровне шеи. И таким образом они сужают дыхательные пути, глотку, да, ну и во время сна это может приводить к возникновению храпа, ухудшению его в дальнейшем и возникновению апноэ как следствие. Есть какие-то врожденные причины, которые могут спровоцировать вот это явление? Да, безусловно. Ретрогнатия – это задвинутая назад нижняя челюсть. Изначально у таких людей глотка уже сужена. Да? И при добавлении каких-то небольших дополнительных факторов, небольшой набор веса, беременность у женщин, да, приводит к возникновению храпа. Еще вот я читал, что вот удлиненный язычок, длинное небо, большой язык, это тоже можно, что это вот эти причины из себя представляют? Да, говорить, если про основной язык, да, макрогласия – это увеличение языка и действительно его мышечная масса, когда человек засыпает, она тоже может приводить к обструкции. То есть язык западает, что ли, как бы, да? Да, и поэтому в положении на спине это храп возникает чаще. У нас есть такой случай, пациент, мы с ним работаем в течение 2,5 лет, он астеник, у него нет избыточной массы тела, ведет здоровый образ жизни, но макрогласия у него есть. Мы не смогли подобрать ему лечение, он обследовался в Москве у ведущих специалистов, но, к сожалению, да. Сложность здесь еще заключается в том, что одним из симптомов, которые сопровождают апноэ в его случае, это кризисное течение артериальной гипертензии, да? То есть высокое давление с рисками. Ну, мы пытаемся с этой ситуацией справиться. Да, вы правы, макрогласия. Но вы говорите о увеличенном избыточно мягком небе, увеличенном небном язычке. Чаще всего это не врожденная проблема, чаще всего это приобретенная ситуация. Ну как так может быть? Сужение дыхательных путей, которое возникает на какой-либо причине, да, изначальной, нарушение носового дыхания, ожирение, о котором мы с вами говорили, оно приводит при вдохе, да, к возникновению отрицательного давления в грудной клетке и в дыхательных путях. Соответственно, отрицательное давление при невозможности полного вдоха, да, за счет сужения дыхательных путей затягиваются практически, перерастягиваются мягкие ткани глотки, в том числе небо. Вот небо, оно первое поддается такому влиянию и перерастягивается. И небный язычок может гипертрофироваться, увеличиваться. А его, по-моему, даже удаляют, да, этот небный язычок? Да, совершенно правильно говорите. Про удаление, это, мы с вами понимаем, что если удалить небный язычок и обрезать мягкое небо, но не убрать изначальную причину, по которой дыхательные пути сужены, и эта ситуация с отрицательным давлением возникает, скорее всего, небо перерастянется снова. И мы знаем о случаях, когда не у нас в республике, слава богу, но в других регионах по 4-5 раз оперируют пациентов на мягком небе, уже нарушена функция глотания, функция голосообразования, да, но вот некоторые врачи не соответствует стандартам. А стандарты говорят о том, что мягкое небо можно оперировать только если остановок дыхания в час менее 15. Еще одна причина, я насколько знаю, это искривление носовой перегородки. Да? Но это, наверное, не врожденное, скорее всего. Ну, искривление носовой перегородки может быть и врожденной ситуацией. Чаще, конечно, это приобретенная ситуация. Вообще нарушение носового дыхания одна из тоже самых распространенных причин. И здесь нужно сказать, что своевременное обращение к лор-врачу и лечение этой патологии, если лор-врач рекомендует вам оперативное лечение, септопластику, да, для восстановления носового дыхания, не надо это игнорировать, потому что сегодня это храп,
через 10 лет это остановки дыхания во сне и, возможно, патологии, которые не позволят вам лечь на операционный стол. Да, это связано с нарушениями ритма сердца, это связано с высоким давлением. То есть риски операционные, интраоперационные возникают. Поэтому обращайтесь к лор-врачам и следуйте их рекомендациям. А вот септопластика это что, из выпрямления или как? Да, выпрямление? Да, выпрямление носовой перегородки. Еще вот и гипертрофированные миндалины, по-моему, да, тоже можно назвать одной из причин. Это в какой ситуации это возникает? Увеличенные небные миндалины, но это реакция на какую-то хроническую инфекцию. Небные миндалины, они находятся в ротоглотке, и их цель встречать инфекцию, да, и реагировать на это, так как это лимфоидная ткань, выработкой специальных веществ, антител. Однако, когда они гипертрофированы выраженно, да, это третья степень, когда они практически перекрывают глотку, как было в случаях у тех детей, которые обратились к нам на той неделе, во время сна, соответственно, сужается глотка, эти небные миндалины могут полностью перекрывать глотку и механически мешать человеку. То есть они просто как бы сдавливают, получается, да, и все? Они перекрывают, глотка сама уменьшается, то есть если человек днем с гипертрофированными небными миндалинами хорошо дышит, они перекрыли какую-то часть глотки, да, то ночью тонус мышц снижается, и глотка тоже снижает свой тонус. Отрицательное давление и сужение глотки плюс небные миндалины, да, они в совокупности могут приводить к остановкам дыхания. А что вот делать в этом случае с ними? Это тоже лечится неоперабельно ведь? Или надо будет их как удалять? Очень хороший вопрос. Действительно, их необходимо удалять, если они являются непосредственной причиной остановок дыхания во сне. Однако в ситуациях, когда на фоне увеличенных небных миндалин и возникновения болезни синдрома обструктивного апноэ сна у человека увеличивается вес, возникает ожирение, в этом случае оперативное лечение не показано, потому что, убрав небные миндалины, все равно жировые отложения будут сужать глотку. В этом случае послеоперационные рубцы будут стягиваться и стягивать глотку, приводить ее в более узкое состояние. Да? То есть тогда наша цель — снизить вес до необходимого, и когда будет дано разрешение, да, соответственно, удалить небные миндалины. В случае с детьми это вообще острая ситуация, потому что республиканские учреждения, детские республиканские учреждения не владеют диагностическим оборудованием, которое может сказать, что здесь остановки дыхания, они опасны для жизни пациента, они не дают развиваться. А в детском возрасте синдром обструктивного апноэ сна приводит к синдрому дефицита внимания. Детям сложно учиться, дети засыпают днем на учебе, дети плохо развиваются, да? И достаточно важно вовремя их удалить. Но у нас, к сожалению, пока нет диагностики. Те пациенты, которые добираются до нас, мы даем обоснование для лор-врачей для удаления небных миндалин. К сожалению, нужно сказать, что в республике последние годы и у взрослых очень тяжело удалить небные миндалины. Почему? Мало операций проводится. Мне специалистов не хватает в этой области? Я не могу сказать. Это вопрос к ведущим лор-врачам. Но если говорить вообще про лор-врачей, наши лор-врачи, я считаю, одни из самых обученных в России. Главный специалист, главный врач республики дважды на курсы специализации приглашал лекторов. В последний раз это был специалист федерального лор-центра, который говорил об этой патологии, рассказывал, и наши лор-врачи информированы о патологии, о синдроме обструктивного апноэ сна и храпе и эффективном лечении. А аденоиды, как они могут повлиять на храп? Аденоиды – это проблема чаще, опять же, у детей возникающая, но опять проблема в вдохе, невозможность полного вдоха, да, затруднение, снижение скорости вдоха, и действительно, так же, как и небная миндалинная гипертрофия, одна из наиболее частых причин у детей. У взрослых нет, потому что взрослые перерастают через какое-то время. А вот аденоиды некоторые удаляют у детей, а некоторые стараются
до последнего не удаляют. Они ведь тоже какую-то функцию в организме-то играют? Безусловно, это лимфоидная ткань, которая опять же встречает инфекцию, да? И она увеличивается, гипертрофируется, потому что, ну, собственно, значит, какая-то хроническая инфекция вот привела к этой гипертрофии. Тактика, ну, как говорит доктор Авербух, это федеральный лор-центр, специалист, кандидат медицинских наук, тактика щадящая, консервативная, неоперационная должна быть в течение 3 месяцев. Если она не дает результата и у пациента наблюдается остановки дыхания во сне, значит, нужно уже оперировать. Еще вот другая причина – это полипы. Полипы, они вследствие чего возникают вообще? Здесь, наверное, больше вопрос к лор-врачам. Да, я думаю, что они более подробно на этот вопрос ответят. И ринит – одна из причин, насколько я знаю, тоже, да? Да, ринит – это воспаление слизистой, опять же, отечность, опять же, затруднение прохождения воздуха. И наиболее выраженная эта ситуация сказывается именно во время сна. Ну и как во всех таких вот неприятностях с организмом, конечно же, всегда вспоминаются вредные привычки. Это алкоголь, там, ожирение, может быть, табак тоже, это, курение тоже влияет. Вот эти привычки, насколько они взаимосвязаны с храпом? Алкоголь один из, ну, наверное, может быть, 5-я причина, по которой развивается храп и остановки дыхания во сне. Он является миорелаксантом, он расслабляет мышцы дополнительно, то есть человек ложится спать, у него миорелаксация наступила, плюс еще алкоголь. На этом фоне человек даже без ожирения, без других причин, да, только на фоне алкоголя может привести свое состояние через несколько лет, свой организм в болезнь остановок дыхания во сне. Это связано, опять же, с перерастяжением мягких структур и уже глотки, не только небо. Следующая структура перерастягивается, это глотка. Да, эта ситуация наблюдается у некоторых пациентов. Причем самое интересное, вот люди с остановками дыхания во сне, они же плохо спят. Им же надо все время крутиться, чтобы сделать вдох, вот этот беспокойный сон, а иногда встают для ночных мочеиспусканий. И такие пациенты говорят, ну, мне так лучше спится. И действительно, с алкоголем легче засыпается, но качество сна будет хуже, будет увеличиться продолжительность сна, самочувствие будет хуже после этого, естественно, и риски внезапных инсультов, инфарктов ночных, это тоже гораздо выше на фоне алкоголя у пациентов с остановками дыхания во сне. А вот лекарства, я тоже читал, что они каким-то образом тоже могут повлиять на появление храпа. Это какие лекарства именно, какого может быть плана? Это транквилизаторы, то есть лекарства, которые действительно, опять же, на миорелаксацию направлены. То есть какие-то успокаивающие средства, да? Может быть. Ну, на самом деле, редко мы такие средства используем, сильные, которые повлияли бы, да, в обычной жизни, ну, только по специальным рецептам. И здесь отмена препаратов проходит в соответствии там, с плюсами и минусами и оказывание эффектов, да, отрицательных на организм человека. Есть, мне подсказывают, у нас телефонный звонок, по-моему. Добрый день. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот, что можете посоветовать или что можете сказать? У сестры, сестра храпит. Она храпит во сне, лежа, сидя, если вот засыпает в самолете, сидя храпит. Если засыпает, ее укачивает в машине, она в машине храпит. В принципе, у нее так все с заболеваниями, как бы только бронхит хронический, бронхиальная астма, кровяное давление повышенное. Остальное все в порядке. Язычок короткий, операцию делать не надо, обращалась она много раз. Единственное, что фониатр сказал, что у нее слабые голосовые связки. Что можете сказать по этому поводу? Да, Спасибо. останьтесь, пожалуйста, да, на линии. Можно я вам вопрос задам? Скажите. Остался у нас, ушел уже звонок, к сожалению. Да, к сожалению. Ну, здесь, наверное, нужно перейти к определению болезни остановок дыхания во сне или, говоря медицинским языком, синдрома обструктивного апноэ сна. Это состояние, характеризующееся наличием храпа, периодическим спадением дыхательных путей во время сна,
патологической дневной сонливостью, снижением уровня кислорода и фрагментацией глубоких фаз сна. Здесь мы услышали, да, пациент засыпает днем, засыпает в машине, засыпает в самолете. Вот эта патологическая сонливость может действительно, и плюс храп, подходит под скрининговые правила, которые мы, наверное, чуть позже, да, скажем, и под скрининговые правила, которые говорят о том, что при наличии таких симптомов необходимо провериться на ночной сон. Да, проверить на наличие остановок дыхания во сне, и своевременная диагностика позволяет справиться с этим состоянием. А по поводу артериального давления повышенного, апноэ сна по американским рекомендациям, которые были даны еще в 2010 году, если я не ошибаюсь, является первой причиной резистентной артериальной гипертензии. Что это за страшное словосочетание? Да, это это повышенное артериальное давление, хронически повышенное, которое не снижается на фоне приема 3 препаратов, один из них должен быть диуретиком, то есть не поддается лечению. И апноэ сна является первой причиной, наиболее распространенной, которая приводит к этому состоянию. У таких пациентов артериальное давление повышено преимущественно ночью или в утренние часы. Они могут говорить о том, что я встал с утра, у меня высокое давление, болит голова, я могу не принимать таблетки, через 2 часа давление нормализуется. Да? То есть это характерные причины и, соответственно, своевременное лечение именно болезни остановок дыхания во сне приводит в том числе и к снижению нормализации уровня артериального давления у таких пациентов. Давайте посмотрим, у нас есть возможность увидеть, собственно, апноэ, так сказать, в разрезе. Если можно, прошу вывести на экран, пожалуйста, то есть вот как все происходит, да? Вот это поступление воздуха идет, дыхание, да? Да, человек засыпает, постепенно у него снижается мышечный тонус. Вот, кстати, язык опускается. Помните, вы говорите про макрогласию? В определенный момент полное спадение дыхательных путей. Здесь у нас маленькая задержка, да, непродолжительное апноэ. Полное спадение дыхательных путей, при неэффективном вдохе грудная клетка поднимается. Соответственно, это приводит к снижению уровня кислорода, к повышению рисков инсультов, инфарктов, да, на этом фоне, к нарушениям ритма сердца. Это стрессовая ситуация, которая через увеличение натриодиуретического гормона может приводить к увеличению количества ночных мочеиспусканий. Организм таким образом избавляется и от объема крови, да, чтобы в том числе и снизить артериальное давление. То есть много моментов. Организм пытается как-то за собой следить. Да, и самое интересное, что для того, чтобы сделать вдох, нужно проснуться. Это микропробуждение, человек должен в тонус возвести мышцы. Окружающие могут сказать, да, вот спишь, дышал, затишье, а после этого начинается движение и резкое всхрапывание. То есть человек выходит из глубоких фаз сна, более поверхностные, и в результате этого не высыпается. Да, он не высыпается, фрагментация сна, соответственно. Есть у нас телефонный звонок, давайте послушаем телезрителя. Добрый день. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Вот у меня вопросик к гости насчет сна. Вот я ложусь 9 часов, ночь сплю, просыпаюсь в 5 утра, даже будильника не надо. И все время днем хочу спать. Но я борюсь с этим сном, как бы и такое состояние, но я перебарываю это. Это насколько это опасно. И можно ли перебаривать, потому что некоторые говорят, надо минут 20. Но после этих 20 минут я плохо себя чувствую. И еще вопросик. А вот если я посплю 6 часов, я вообще спать там не хочу и нормально себя чувствую. Вот, спасибо. Да, Спасибо. можно я сразу Подождите, спрошу? не кладите трубку. Да, скажите, ваш вес? У меня вес 97. Рост? 167. Ожирение у вас есть. Вы храпите по ночам? Не знаю, муж говорит, ты на меня ругаешься, а сама храпишь. Да, понятно. Про сонливость, в принципе, да, все ясно, спасибо. Спасибо. Ожирение мы видим, скорее всего, здесь возраст после 50.
судя по голосу, могу ошибаться, не хочу обидеть. Здесь и увеличение, мы видим увеличение ночного сна и неэффективность ночного сна, потому что дневная сонливость возникает, которая не дает удовлетворения, да? Плохое самочувствие после сна. Я такого пациента проверила бы на болезнь остановок дыхания во сне, так как у нас есть ожирение, опять же вспомним скрининговое правило, есть ожирение, есть храп и есть сонливость дневная, да, первое. Ну и если здесь нет болезни остановок дыхания во сне, нужно, наверное, сказать, что важно не увеличивать продолжительность сна. Такая парадокс возникает. Если человек, особенно пенсионер, очень много же времени у людей остается, да, и они много спят. При увеличении продолжительности сна он становится более поверхностным, менее качественным. Человек просыпается с ощущением, что он не выспался, да? Плюс может возникать дневная сонливость. Ну вот она сказала, что высыпается наша телезрительница за 6 часов, она лучше себя чувствует, чем если поспит дольше. Вот, да, я вот об этом же, что вот такую еще жалобу, да, пациентка сказала. То есть здесь действительно укорочение времени сна позволяет в некоторых случаях при условии отсутствия другой патологии. Да, увеличение продолжительности сна, уменьшение продолжительности сна приводит к более крепкому сну и более качественному высыпанию. При этом нужно контролировать и регулярно одно время ложиться и в одно время вставать. При нарушении этого режима, опять же, такая ситуация может возникнуть. Но еще раз скажу, эта пациентка по скрининговому правилу, да, должна быть обследована на так что синдром по возможности обследуйтесь, да. Ну и, конечно же, надо, видимо, позаботиться о диете все-таки немножко, да, тоже, чтобы снизить какую-то возможность и риски. Но, насколько я знаю, что Наполеон тоже спал немного, по 4 часа или по 5. Но у него были наполеоновские планы, поэтому, собственно, так, наверное, мало и спал. Друзья, сейчас мы уйдем на короткую рекламу, далее новости, и еще узнаем о том, как избавиться от храпа, как диагностировать у себя, может быть, симптомы опасного заболевания. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Продолжается прямой эфир на Юргане. Сейчас настало время узнать о последних событиях из жизни республики к этому часу. О них уже готова рассказать, надеюсь, выспавшийся сегодня Александра Головина. Саша, добрый день, тебе слово. Добрый день, Северин, спасибо. Действительно, выспалась сегодня, как всегда. О самых заметных новостях прямо сейчас. Перспективы добычи угля в Воркуте не менее чем на полвека. Такое заявление сделал Сергей Гапликов в интервью агентству ТАСС. По его словам, сегодня активно прорабатывается дальнейшая стратегия угледобычи в Заполярье. Учитывая мировые тенденции, Минэнерго России и федеральное правительство активно ведут консультации с экспертным сообществом и институтами. При более высоких потребностях мировых рынков в нашем угле его можно более активно добывать открытым способом. Сергей Емельянов подвел итоги за 5 месяцев работы на посту министра культуры. Третье учреждение культуры не достает денег для материально-технической базы, а зарплата в этой сфере пока не составляет 78% от средней по республике. Емельянов пообещал цифру к концу этого года довести до 90%. Сотрудники воркутинского филиала Нацгвардии провели не совсем стандартную операцию. Сохранили жизнь дикому зверьку-песцу. Он кидался на прохожих в черте города. Полицейские гнались за животным около 1,5 километров, после чего им все же удалось загнать песца в тупик. Сотрудники отпустили зверька в тундру, в привычную сферу обитания. Служба информации Юргана следит за развитием событий. Ну а сейчас передаю слово Северину. Северин, эфир твой. Спасибо, Александр. Мы продолжаем. Сегодня говорим о качественном сне, о том, как избавиться от храпа. У нас в студии сомнолог Евгения Габова. И сейчас у нас есть телезритель на связи. Давайте ее послушаем. Добрый день. Добрый день. Дело в том, что я уже задавала вопрос по поводу сестры. Я хотела уточнить, что она храпит, когда спит сидя. Не только лежа, а сидя. Значит, и рот у нее всегда закрыт. Вот это вот хотела чего-нибудь. Уточните, пожалуйста, может быть, что Спасибо. скажете. Давайте попробуем узнать.
Храпит она не только сидя, но и лежа. Да? Действительно, эта ситуация достаточно распространенная в тяжелых формах болезни остановок дыхания во сне. Есть пациенты, которые засыпают, сидя на койках, приглашают и в республиканские учреждения меня на травмированных таких пациентов, да? То есть они засыпают и падают, травмируются. Есть пациенты, пытаются выспаться стоя под локтями на подоконнике, потому что так язык вперед несколько, да, отходит, поэтому глотка становится шире. Достаточно распространенная ситуация, здесь выраженная сонливость, надо обязательно обследоваться на предмет. Я знаю, что вы болезни. подготовили материалы к эфиру. Давайте посмотрим, пожалуйста. Можно вывести нам на экран, пожалуйста, графики. Сейчас мы узнаем и сможем что-то прокомментировать. Вот здесь мы что за график видим? Да, здесь исследование кардиореспираторный мониторинг. В течение 4 минут верхний, да, график. Мы видим верхняя прямая – это остановки дыхания во сне. Розовыми прямоугольниками отмечены именно эпизоды отсутствия дыхания. И дышит пациент только когда у нас кривая вверх-вниз поднимается. Да. Следующий график – это снижение уровня кислорода. Мы видим, что во время остановок дыхания во сне уровень кислорода снижается. Желтый график – это возникновение храпа. Он возникает именно в период дыхания. И внизу мы видим РР-интервал, это частота сердечных сокращений. Здесь, на этом слайде, я хотела показать, кстати, пациенту всего 26 лет, и с детства у него гипертрофия небных миндалин, на которую, то есть аденоиды удалили, а небные миндалины пощадили, да. У него уже сахарный диабет 2 типа, что не характерно для этого возраста. И мы обнаруживаем остановки сердца, да, то есть замедление ритма сердца. Мы вот на нижнем графике видим остановка 2,5 секунды, еще 2,5. Если чуть выше поднимемся, вот где у нас прямая стоит, мы видим, что именно в конце остановок дыхания вот столбики поднимаются, да? Именно в конце остановок дыхания действительно у этого пациента возникают остановки сердца. И если бы данный пациент не был обследован на кардиореспираторном мониторинге, естественно, только снять, если ему Холтера с комментарированием, то есть ЭКГ в течение суток, здесь решался бы вопрос по установке кардиостимулятора. И мы плотно работаем с кардиодиспансером нашим и с отделением нарушения ритма сердца. И если такая ситуация, связь апноэ, да, выявляется, то в данном случае рекомендуется в первую очередь, конечно, рассмотреть СИПАП-терапию, то есть эффективное лечение, лечение непосредственно причины остановок дыхания во сне. Надеюсь, мы успеем дойти сегодня. Можно следующий слайд, пожалуйста? Да, но есть скрининговая диагностика. Вот об этом я хотела сказать. Это вообще проблема достаточно большая в республике. У нас нет диагностического оборудования практически на наш медицинский центр и один аппарат в кардиологическом диспансере. Так вот, скрининговое оборудование позволяет, это такой пульсоксиметр, да, который снимает уровень кислорода в течение всей ночи. Если вы, Северин, его установите себе на ручку. Давайте я попробую. Давайте. Так. Вы как пока часики, а можете, да. Рассказывайте, как он работает. Соответственно, он измеряет уровень кислорода и частоту сердечных сокращений каждые 2 секунды. 28 тысяч измерений проводит данный аппарат и записывает эту информацию. Анализ данных позволяет нам увидеть вот такую картину. Так, на какой палец одевать? На любой? Да, на любой, ну совершенно верно. Вот именно так, да. Через вот какое-то с этой время... штучкой надо провести хотя бы одну ночь, да? Да, чтобы... и все. Тут достаточно... сложно уснуть даже будет. Сложно уснуть? С такой штукой на руке. Ну, я думаю, это на самом деле скрининговое, очень легкое оборудование, легко переносится пациентами. И детям мы диагностируем апноэ именно этим оборудованием, потому что им легче на этом фоне. Очень хорошо визуализируются данные. Это здоровый пациент. Вы видите, зеленый кружок всю ночь, хорошо пациент дышит, значит, достаточный уровень кислорода. Можно следующий слайд? И мы увидим на нем среднюю степень болезни остановок дыхания во сне. Вы видите красную полосу, да? У здорового пациента это уровень концентрации кислорода в крови. У здорового пациента она ровная всю ночь. Здесь мы видим столбики вниз, это снижение уровня кислорода. И от всей ночи мы видим, что кусочки, да, часть у нас желто-красного цвета, то есть возникают остановки дыхания во сне. Программа выдает данные, что за ночь было 365 остановок дыхания и в среднем 39 в час, что говорит уже о средне-тяжелой форме болезни остановок дыхания во сне. Но, тем не менее, за всю ночь пациент не дышит четверть, да, времени. Можно следующий слайд, и я вам покажу более тяжелого пациента.
Да, можно на слайд раньше. Спасибо. Тут вообще, вот, судя по верхнему графику, недостаток кислорода очень сильно ощущается, да? Да, и все действительно понятно. Только четверть времени пациент дышит. Все остальное время он испытывает дыхательную недостаточность, уже остановок дыхания 519. То есть из всего сна он дышит только одну четверть? Да. С ума сойти, это же очень мало. Ну и здесь еще сатурация. Нет, когда он ложился, у него уровень кислорода хороший, 94%. Только за счет остановок дыхания во сне такая проблема. Конечно, на этом фоне возникают нарушения ритма, о которых мы говорили раньше, могут возникать. Да? Высокое артериальное давление, ночные мочеиспускания и так далее. Можно следующий слайд. Скрининговое правило, о котором мы сегодня несколько раз говорили. Нет диагностического оборудования в республике. Да, 2 специалиста на республику, но распространенность заболеваний достаточно большая. И вы сами у своих сестер, бабушек, дедушек, детей сами должны проверять, нет ли предрасположенности, нет ли показаний к диагностике. И в этом случае вам поможет скрининговое правило. То есть вот по этим, да, признакам? Да. Если есть указание на остановки дыхания во сне, все, нужно идти диагностироваться однозначно, если вы заметили это. Если есть один из 3 следующих, 3 из следующих признаков, тоже нужно обследоваться. Это храп, это сонливость, это нарушение сна в течение более 6 месяцев, это ночные мочеиспускания учащенные, о них мы с вами говорили больше 2 раза, чем 2 раза за ночь, это высокое артериальное давление в ночное и утреннее время, и это ожирение. Если вы нашли 3 симптома, обязательно нужно провести диагностику на выявление этого заболевания. А почему нужно проводить диагностику? Об этом мы скажем чуть позже. Можно следующий слайд. Да, о распространенности этого заболевания. Действительно, 7%. Вы сказали, что каждый 4-й храпит после 30. Да, и 7% людей после 30 лет имеет болезнь остановок дыхания во сне. Она градацию имеет, да, средняя, легкая форма, средняя и тяжелая. У нас в республике порядка 30 тысяч пациентов с этой проблемой. Но так как нет диагностической системы на местах, в удаленных, да, городах, да вообще у нас один медицинский центр, собственно, который занимается этой проблемой, эти пациенты недообследованы. Они лечатся от нарушения ритма, от высокого артериального давления, частых ночных мочеиспусканий, с головными болями приходят к невропатологу. Тяжелая форма 6400 человек. Мы вообще обследовали за 7 лет нашей работы, порядка, наверное, 800-900 пациентов, да, из этой категории. Так вот, 6400, они периодически умирают, потому что риски смерти, следующий слайд, риски смерти достаточно высокие. Ну, если это недостаток кислорода, конечно, да. Да, исследования, которые чаще всего проводятся за рубежом, вообще нужно сказать, что у нас в Российской Федерации в течение 17 лет только это направление работает, это новое направление. Но у нас республика уже молодец, потому что из 17,7 есть возможность в республике обратиться к специалисту. Итак, за 18 лет было обследовано 1500 пациентов на выживаемость в зависимости от степени тяжести болезни остановок дыхания во сне. Да? И мы видим, что вот нижний график, да, индекс апноэ-гипопноэ, где больше 30, то есть тяжелая форма уже остановок дыхания в час, там риски сердечно-сосудистой смерти увеличены в 5 раз по сравнению с людьми здоровыми. Каждый 3-й пациент, посмотрите, да, было 175, то есть 35% умирает. Норма, вы увидите остановок дыхания, где менее 5, там норма, да, то есть 30% пациентов дополнительно умирают именно за счет болезни остановок дыхания во сне. Это независимый фактор, да, осложнений. Можно следующий слайд? Да. Евгений, я прошу прощения, у нас не успели мы все буквально рассказать, заканчивается программа. Ваши пожелания людям, которые смотрят, нашим жителям республики в отношении качественного сна? Ложитесь спать в одно и то же время, профилактируйте храп и помните, что здоровый день начинается ночью.
Очень хорошая фраза. Спасибо вам большое. Напомню, что в нашей студии была Евгения Габова. Не всего мы успели сказать, так что вполне возможно еще увидимся в наших эфирах. Вам спасибо, тоже хорошего, качественного сна. Друзья, надеюсь, что и вы сегодня ночью хорошо отоспитесь, и уже завтрашнюю пятницу, конец рабочей недели, проведете ударно. Всем спасибо, до встречи завтра в полдень на телеканале Юрган. До свидания. До свидания.